Здравствуйте! Сегодня я покажу вам очередную подборку жутких и необъяснимых видео. Приятного просмотра! Пользовательница ТикТока Алиша Нуман была одна в своей спальне и записывала очередное видео для ТикТока, но ей случайно удалось снять кое-что странное. Пока Алиша снимает видео, на заднем плане появляется темная маленькая детская фигура и затем очень быстро исчезает. Девушка понятия не имеет, кем была эта мистическая фигура и что она делала за ее спиной. Пользователь ТикТока Бейли является директором старого театра, который был построен в начале 20 века. И мужчина утверждает, что в этом месте он наблюдал очень много странных и необычных явлений. Также сотрудники слышали голоса из главного зала ночью, когда он был абсолютно пуст. Также стоит отметить, что Бейли не единственный очевидец, который говорит, что сталкивался в этом месте с необъяснимыми вещами. По словам других людей, основатель театра, скончавшийся 60 лет назад, часто посещает это место и по сей день присматривает за своим театром и считает себя его хозяином. Однажды ночью Бейли остается один в театре, и ему удалось снять пугающую вещь. Мужчина слышит непонятные шумы и звуки, и поэтому включает камеру и решает пройтись, чтобы все заснять. Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here, and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot. And what the What is that? Hold on, let me get a better look. Жуткую фигуру мужчины в старом костюме можно увидеть на балконе театра. Бейли говорит, что он единственный, у кого есть доступ к тому месту, где сидел призрак, поэтому он уверен, что там просто не могло быть живого человека. Так это просто игра света, или там на самом деле сидел призрачный силуэт основателя театра и наблюдал за парнем? Остается только гадать. А сейчас я вам покажу то, от чего у многих из вас пойдут мурашки по всему телу. Многие родители используют камеры и видеоняни, чтобы наблюдать за своими маленькими детьми, когда находятся в другой комнате или части дома. И одно из таких видео вы сейчас увидите. Только оно не совсем обычное, потому что на нем удалось снять еще нечто из ряда вон. Пользователь ТикТока Crazy TikTok Sakti загрузил в сеть то, что сняла видеоняня в их женой доме. И это довольно жуткое зрелище. Камера расположена прямо над детской кроваткой и снимает еще небольшую часть комнаты, помимо самого ребенка. В начале видео мы видим, как ребенок беспокойно спит в темной комнате. Вы, наверное, уже заметили темную тень, которая стоит на протяжении всего видео около кроватки. Поначалу кажется, что это просто какой-то темный элемент интерьера или просто большая игрушка, которая стоит на полу детской. Из-за такой темноты сначала невозможно сказать, что это. Но ровно до тех пор, пока в этом силуэте кое-что не изменяется. У этой фигуры открываются маленькие желтые глаза, и они смотрят прямо на малыша в кровати. И дальше эта сущность начинает действовать. Она протягивает свою черную полупрозрачную руку к ребенку через решетку кроватки, чтобы дотронуться до него.
После этого малыш начинает себя вести еще более беспокойно, и съемка прерывается. В комментариях многие написали, что верят, что это теневой человек или теневая сущность, потому что они как раз появляются ночью и могут сливаться с тенями и общим интерьером в темное время суток. Те, кто считает, что видели их, говорят, что они появляются на мгновение и исчезают. По словам очевидцев, пугают эти сущности очень сильно. В этом видео ребенок, к счастью, не просыпается и не видит это существо рядом с собой. Но в нашем случае это существо не просто появилось и исчезло, а долго стояло и наблюдало, и даже тянуло руки к ребенку, и, возможно, хотело причинить вред. Жуткое зрелище. Свет, безусловно, может иногда сыграть злую шутку с нами, в том числе и с камерой. Но в иных случаях все может оказаться реальностью. Это видео было размещено в Reddit. Автор ролика говорит, что он и его друзья проводили время на природе, а конкретно в тот момент стояли около костра возле озера. И вдруг ему удалось снять это. В видео вы можете увидеть фигуру, которая бежит от группы ребят в сторону костра. Мнения насчет этого видео разные. Так, например, комментатор Патрик пишет: «Сначала я подумал, что это какая-то вспышка или что-то в этом роде. Но потом я присмотрелся и заметил, что эта фигура начала сначала двигаться прямо в группе ребят, около девочки в розовой кофте, а потом только пошла к костру. Нужно просмотреть этот эпизод не один раз, чтобы заметить, и получается, что движется эта фигура не синхронно с камерой, как может показаться на первый взгляд». После этого аргумента теперь есть вероятность, что это и правда что-то паранормальное, а не игра света. Мужчина по имени Эйтан опубликовал 3 коротких видео с аномальной активностью, которые происходили на его работе. В первом видео дверь в комнате закрывается сама по себе, а бумажное полотенце распутывается без посторонней помощи, как и компьютерный кабель. Затем включается монитор компьютера и начинает мерцать. На втором видео в той же комнате игрушечная машинка движется к самому краю стола. Третье видео снято с другого ракурса и другой камерой. Все снято во время работы. Сотрудник работает, и в это время его кофейная кружка двигается, и из нее проливается кофе на стол. Ни начальство, ни сотрудники толком не смогли объяснить причину этих событий. То, чего мы не видим, не может напасть на нас. Наверное. Эти кадры были размещены в ТикТоке Джоном Васкисом, и он пишет: «Это попалось на камеру моего кузена. На переднем плане виднеется маленький олень, но за ним быстро, судя по кадрам, проходит что-то странное. И олень тоже замечает это и оборачивается именно в ту сторону, куда ушла эта сущность. Если предположить, что это глюк камеры, то слишком мала вероятность, что олень оглянулся бы и посмотрел именно в то место, где это произошло». Многие в комментариях говорили поставить еще камеры в том месте, чтобы снова снять эту сущность и снова разглядеть ее уже в другом ракурсе. Но загрузивший это видео человек считает, что лучше все оставить как есть и больше не пытаться ничего снимать в том месте. Что происходит на этом снимке? Это фото стало неожиданностью и появилось совсем недавно. Как сообщается, изображение было снято в Кентукки в продуктовом магазине. На первый взгляд кажется, будто женщина одержима, потому что у нее закатаны глаза и неестественно вывернута голова. Ее лицо выглядит искаженным и сердитым, а пояснений к этой фотографии никаких нет. Кто-то считает, что это фотошоп, другие уверены, что это реальное фото. Но выбор, как всегда, за вами, что это было на самом деле. На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю верить во все это, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!